Всем привет! С вами КамАЗ. Сегодня я записываю видео, посвященное первой части игры Dying Light. В данном видео я хочу показать, как настроить параметры графики в игре так, чтобы вы получили максимально красивую картинку, максимально четкую картинку, максимальный FPS, и при этом эти настройки подойдут геймерам, которые играют в этой игре в режим B2Zombie. Потому что в режиме B2Zombie, помимо скилла, вам требуется еще либо мощное железо, мощный компьютер, который дает высокий FPS, либо правильно настроенная графика для того, чтобы у вас также был в игре высокий FPS. Итак, сейчас я играю, у меня пресет максимальная настройка качества графики. На нем здесь дается, получается, 50-60 FPS. Видеокарта у меня бюджетного сегмента GTX 1650. Думаю, эти настройки подойдут и на 1660, и на 1060. Ну, на 1050 не знаю, может быть, будет подтормаживать. А может быть, все будет также хорошо играться. Вот. Ну, в общем, как бы вот это видео я пишу именно для обладателей компьютеров сегмента бюджет. Итак, смотрим. Вот здесь у нас много полигонов, много домов, много растительности. Здесь вот мы прыгаем. Играется, в принципе, довольно быстро, 60-50 кадров в секунду, но мне уже этого мало. Я люблю уже, когда там 100 плюс, либо там хотя бы 80-70 кадров. Вот на этих вот, на таких кадрах уже реально комфортно играть. А тут уже как-то и картинка подмыленная, ну, и скорость не очень. Итак, ладно. В общем, выходим из игры и будем сейчас заходить в параметры. Нужно выйти полностью на основной экран игры. Сразу обращаем внимание, вот, значит, что у нас на главном экране. Здесь у нас тоже пишется FPS 68-70. Вот смотрим моего персонажа Кайла Крейна. Вот в таком костюмчике. Видим, что он особо нечеткий. Тут присутствует мыльцо, а также присутствует шумность. Вот это мы сейчас будем все убирать, и вот графика после этого прям преобразится. Ну, по крайней мере, мне вот очень нравится. Я думаю, должно и вам понравиться. Так, значит, заходим в настройки и начинаем менять параметры. Вертикальную синхронизацию оставляем включенной, качество текстуры высокое, карты высокие, листва высокая, дальность обзора оставляем такую примерно, ambient оставляем включенным. Дальше мы начинаем отключать. В общем, отключаем HBAO плюс. Он дает нам световую картинку, там, в общем, настройки связанные со светом, с тенью. В общем, эта херня довольно много жрет ресурсов видеокарты, мы ее отключаем нахрен. Дальше глубину резкости мы отключаем, она дает нам мыльную картинку. Вот этот параметр PSSS, я даже не знаю, на что он влияет, как бы он очень сильно нагружает видеокарту, но каких-то таких визуальных изменений вы вообще не заметите. В общем, отключаем его к чертовой матери, размытие отключаем. Сглаживание остается у нас включенным, потому что графика в игре довольно ступенчатая. Вот, и если ничем ее не сглаживать, то прямо эти ступеньки прям будут сильно-сильно бросаться в глаза. Дальше зернистость мы отключаем, аберрацию мы также отключаем. Зернистость и аберрация дают также мыльную картинку. Значит, все, перезагружаем компьютер, чтобы наши настройки вступили в силу, и запускаем. И сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Кстати, по этому компьютеру, что могу сказать, вот этот вот i3, 8 гектар оперативы и GTX 1650, это такой цена-качество компьютер, он недорогой, при этом на нем можно и поиграться, и поработать. Вот недавно я снимал обзор на него, на современную игру, на Resident Evil 4 ремейк, вот, и как бы на нем можно без проблем в нее играть. Так что если кто-то хочет дешманский компьютер, можно вот, как бы, вот эти параметры использовать для сборки. Итак, игрушка прогрузилась. Сейчас посмотрим, что у нас будет показывать в самой игре. Сколько у нас будет FPS. Я смотрел в 2 раза прыжок по FPS, и качество картинки, ну, реально, мне вот на глаз реально лучше выглядит. Так, итак, смотрим. 125 кадров в секунду на основном экране. Помним, что там было 70 на максимальных. Плюс, смотрите, у нас четкая одежда, четкая прорисовка, нет никакой шумности. Вот выглядит очень хорошо. Так, дальше заходим в игрушку, посмотрим, что у нас в самой игрушке.
Подписчик меня, кстати, просил снять видео по настройке графики в игре Dying Light первой части. Вот на как раз таки бюджетном компьютере, у него тоже GTX 1650, но я записывал видео там, где упоминал включение фейкового режима 4К. В общем, я попробовал на этом железе включить фейковый режим 4К, но как бы не айс. Там он дает примерно 30 кадров в секунду, вообще некомфортно играть. Так что я решил не записывать видео, связанное с 4К режимом вот в этой игрушке, а вот записать вот оптимальные настройки, чтобы настроить вот этот GTX 1650 на вот оптимальное качество и четкость и красоту. Ну, в общем, вот смотрите сами. Вот такая вот красивая и четкая картинка стала. Вот так кручу, ничего не тормозит, 90 кадров в секунду. Погнали вот в то место, где больше всяких зданий в кадре есть. Вот на таком режиме, на таких настройках, вот как раз таки комфортно играть будет вам в режим биту зомби. Вы вот с такими настройками сможете нагибать хантов, также, ну точнее, либо хантов, либо людей, кто за кого будет играть. Вот, все летает, ничего не тормозит, все плавно, красиво, четко. 90-80 кадров в секунду. Ну, правда, вот смотрите, видите, минус, конечно, небольшой, но это даже минусом назвать трудно. Сейчас стала загрузка процессора высокая, она, видите, почти всегда в красной зоне. До этого там бывало на максимальных настройках там 50-60, а здесь вот мы, грубо говоря, из вашего компьютера выжили весь сок. То есть он отдал всю свою мощность в эту игру, чтобы мы наслаждались вот такой прелестной, красивой картинкой. Итак, всем спасибо за просмотр моего видео. У меня также на моем канале много разных видео по первой части, по второй части Dying Light, по игре Resident Evil есть видео, четвертая часть, по The Last of Us. Ну, в общем, я буду периодически вот настроечки всякие снимать, выкладывать. Так что, кому интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. С вами был КамАЗ. Счастливо.